Привет, друзья! Сегодня мы будем снова дегустировать дешевые и дорогие пиццы, чтобы понять, в чем разница и есть ли смысл переплачивать. La Trattoria пицца пепперони. Масса 335 граммов. Судя по составу, колбаса сделана из говядины и курицы. Сыр здесь Эдам. В целом состав довольно-таки неплохой. Стоимость пиццы пепперони 280 рублей. Изготовлена в Московской области, город Броницы. Как мы видим, колбаса пепперони здесь лежит в хаотичном порядке, даже кусочек на кусочке лежал. Сейчас я ее испеку, и мы посмотрим, что она будет из себя представлять. Пицца испеклась. Внешне она смотрится очень даже неплохо. Чувствуется, что и корочка хрустящая. Сейчас я ее порежу и попробуем. Сверху почему-то очень много какого-то масла. Неужели это от сыра столько масла натекло? Ну и давайте посмотрим, что же из себя эта пицца представляет. Тесто довольно-таки толстое. Колбасы тоже приличное количество. Сыра только, мне кажется, не очень много. Ну, сейчас вот я попробую и точно уже скажу. Съел несколько кусочков пиццы, и действительно тесто здесь больше, чем начинки. Сыра немного. И еще какой-то соус должен быть, но что-то я его особо не почувствовал. Пепперони тоже какая-то странная, странный привкус у этой колбасы. Но потом, так как она острая, потом вот острота, она это все заглушает. Уже не особо и чувствуется вот этот вот странный привкус. Но я могу сказать, что для своей цены качество вполне приемлемое. Ну, конечно, это не такая пицца, как в пиццерии, все равно уровень пониже. Но для своей цены, я думаю, нормально. Попробуем пиццу от Ермолино. Это пицца с курицей и соусом песто. Ну вот видно, соус песто, он зелененький. Ну и так, на внешний вид вроде бы начинки приличное количество здесь. Масса пиццы 335 граммов. В составе теста здесь присутствует маргарин для слоеного теста. Но тесто это, по-моему, не слоеное. В тесте также есть еще и консервант. Не во все замороженные пиццы консерванты добавляют, но тут вот тоже добавили. Сыр здесь моцарелла. Также здесь есть куриное филе, оно обжаренное. Ну, есть еще и специи. Стоимость пиццы 239 рублей. Изготовлена в Калужской области, город Ермолино. Пицца испеклась. Внешне она смотрится, конечно, не так, как пицца из пиццерии. Но все равно вот для своей цены, мне кажется, внешний вид вполне нормальный. Здесь мы видим еще есть сладкий перец. Кусочков курицы, тут такое приличное количество. Ну и корочка тоже хрустящая. Сейчас порежу и попробуем. Давайте посмотрим, какое здесь количество теста, какое здесь количество начинки. Тесто здесь толстенькое. Толщина начинки гораздо меньше, чем толщина теста. Попробую на вкус. Съел несколько кусочков пиццы. Здесь еще есть красный лучок, но его совсем небольшое количество, так чуть-чуть чувствуется во вкусе. Остроты особо никакой не дает. Тесто здесь практически такое же, как и тесто на самой дешевой пицце. Понравилось то, что соуса песто здесь приличное количество, хорошо ощущается во вкусе. Еще понравилось то, что все компоненты очень хорошо сочетаются. Соус песто с курицей и с вот этим вот перчиком отлично сочетается. Сыра здесь не очень много, я бы даже сказал, совсем немного сыра здесь. Ну и также еще мне не хватило помидорчиков. В общем, можно еще посыпать сыром, можно еще помидорчики добавить, и будет пицца уже гораздо вкуснее. Сибирская коллекция, пицца Маргарита. Написано, что готовим вручную. В тесте у этой пиццы нету консервантов, в сырах тоже нету, здесь даже два сыра используются, моцарелла и моцарелла в воде. А вот в соусе томатном есть консерванты. Пицца Сибирская коллекция, стоимость 350 рублей. Масса пиццы 365 граммов. Изготовлена в Московской области, город Лосино-Петровский. Сыр как-то неравномерно распределен по поверхности, тут вот нету, здесь очень много. Написано ручная работа, то вручную так вот просто киданули, видно, как попало сыр и все, в общем. Пицца испеклась, но выглядит как-то она не особо презентабельно. Маленькая, видно, что сыра не очень много. И соус какой-то блеклый. Соус должен быть более красненьким. Так, сейчас порежу. Посмотрим, сколько здесь начинки, сколько здесь теста. Ну да, вот здесь вот хорошо видно, что тесто здесь гораздо больше, чем начинки. Начинки, ну либо может быть в центре побольше. С краев начинки совсем очень мало. Съел несколько кусочков этой пиццы. По вкусу она мне не очень понравилась. Само тесто не очень вкусное, соус так себе.
И сыр тоже какой-то странный, он и плавится как-то плохо. Но я думаю даже, что и на свои деньги она не тянет, потому что начинки тут мало, теста много, и сыра не очень много, соус не очень вкусный. В общем, все не очень. Теперь давайте попробуем пиццу из магазина «Пятерочка». Продается она под торговой маркой «Красная цена». Это пицца с колбасой. Ее масса 300 граммов. Посмотрел я состав этой пиццы. Состав, конечно же, не очень хороший. Огромное количество консервантов. Даже в тесте консерванты. Продается она, эта пицца, в замороженном виде. Не знаю, зачем такое огромное количество консервантов. Вроде бы она в заморозке должна и без консервантов хорошо храниться. Но здесь и в сыре консерванты, и в колбасе, в общем, и даже в тесте. Консерванты где только можно, в общем, везде здесь присутствуют. Стоимость пиццы с колбасой 66 рублей. Адрес производства пиццы – Московская область, город Бронницы. Ну и вот так вот выглядит пицца стоимостью 66 рублей. На первый взгляд, вроде тут даже и начинки приличное количество. Но только что сыр, конечно же, здесь не самого высокого качества. Так же, как и колбаса, даже визуально видно, что она какая-то дешевенькая. Есть еще сладкий перец и виднеется еще томатный соус. Выпекал эту пиццу я в духовке, потому что если ее разогреть в микроволновке, то она будет вообще несъедобная. Ну и давайте посмотрим, что же из себя представляет эта пицца. Хорошо все пропеклось. Видно, что, конечно, тесто здесь побольше, чем начинки. Съел несколько кусочков этой пиццы. По вкусу она мне не особо понравилась. Тесто какое-то не очень вкусное. Оно немножечко такое пресноватое, да и спрессованное тоже. Не особо пышное это тесто. Ну, хорошо, что добавили вот этот вот перчик сладкий. Он все-таки что-то такое интересненькое во вкус добавляет, да и сочности добавляет, потому что пицца суховата. Соуса здесь тоже пожалели небольшое количество. Но я думал, вообще говоря, что будет гораздо хуже, потому что и сыра, думал, будет вообще практически не будет. Думал, будет вот, по сути дела, одна основа, потому что эта пицца, она стоит даже, вот если покупать просто какую-то основу, даже одна основа будет стоить дороже. А здесь все-таки есть и начинка еще. Сыр вот он сам по себе вкусный. Ну и чувствуется вот колбаса, особенно, что она супер дешевая. В общем, если средства позволяют, то лучше купить какую-нибудь пиццу подороже, она будет гораздо вкуснее. Зотман – основа для римской пиццы. Состав здесь полностью натуральный. Масса этой основы 195 граммов. Основа для римской пиццы, стоимость 170 рублей. Изготовлена в городе Москва. Основа для пиццы это уже отпеченная. Она довольно-таки пышная. Смазываем основу соусом. Я смешал кетчуп с майонезом. Это самый легко приготавливаемый соус. Соус наносить очень неудобно, потому что эта основа, она вся вздулась, как-то пузырилась. И, в общем, размазывать соус по такой неровной поверхности очень неудобно. Почему вот ее не прокалывают, не делают отверстий, чтобы она так не пузырилась, я не знаю. Затем я выкладываю порезанные помидорчики. На помидоры выкладываю ветчину и посыпаю тертым сыром. Начинку всю выложил, и теперь можно эту пиццу запечь. В итоге у меня получилась пицца гораздо лучше, чем в пиццерии, потому что в пиццерии столько много начинки не положат. Тесто получилось, вот эта корочка, очень-очень хрустящая. Ну и давайте посмотрим, сколько здесь начинки, сколько здесь теста. Сыр тянется замечательно. Ну вот даже визуально заметно, что начинки очень много. Съел несколько кусочков пиццы и могу сказать, что это самая вкусная пицца из всех, которые я вот дегустировал из заморозки. Ну, конечно, потому что тесто здесь замечательное, тесто отличное. Ну и начинки я положил приличное количество. Много, в общем, начинки положил. Помидорчики, соус, они дают большую сочность. Пицца сочная. Много ветчины, сыра нормальное количество. Пицца получилась просто фантастической. Давняя традиция хачапури по-аджарски. Удивительно, что даже вот такое хачапури тоже можно купить в замороженном виде. Интересно, яйцо там тоже будет замороженное? Ну, откроем, посмотрим, что там внутри. Состав полностью натуральный. Хачапури стоит недешево, целых 380 рублей. Изготовлено в городе Владикавказ. Масса этого хачапури 400 граммов. Но, как мы видим, внутри хачапури оказалось совсем не такое, как нарисовано на упаковке. Форма какая-то очень круглая. Сыр внутри не находится, потому что здесь вот должна быть такая
корочка из теста, и сыр должен находиться внутри, ну и снаружи тоже немножко, и потом уже желток. Ну и яйца тоже не оказалось, яйцо нужно будет уже свое добавлять. Выпекал это хачапури 10 минут при температуре 180 градусов, потом еще добавил желток и убрал в духовку еще на 5 минут. Но это хачапури покушать как вот настоящий хачапури по-аджарски не получится, потому что вот хачапури едят, отламывают кусочки, макают в желток и кушают. Ну а здесь снаружи сыр, и поэтому вот так вот отламывать кусочки не получится. Нужно разрезать. Отрезал кусочек побольше, чтобы понять, сколько здесь теста, сколько здесь сыра. Ну, на первый взгляд, вроде бы сыра здесь приличное количество. Ну и теперь обмакиваю все это дело в желток. И можно попробовать. Сыра здесь действительно много, приличное количество сыра. Корочка очень хрустящая, тесто вкусное. Но из минусов я бы сказал, что это не хачапури по-аджарски, это скорее просто хачапури. Ну и то, что цена, конечно, высоковата. Даже вот в ресторане можно купить хачапури по-аджарски настоящее за такую же цену. То есть тоже примерно 400 рублей цена. Поэтому, в общем, я считаю, что цена завышена. Теперь попробуем очень дорогую пиццу. Купил я ее в магазине Вкусвилл. Это пицца с гребешком на розовом соусе. Масса пиццы 430 граммов. Написано, что выпекали в каменной печи, а также много начинки и тесто пышное. Но сейчас все это мы проверим. Состав пиццы хоть и длинный, но практически полностью натуральный. Здесь сыр используется крем-чиз и пармезан. Пицца с гребешком, стоимость 675 рублей. Изготовлена пицца в Московской области, Раменский район, поселок совхоза Раменское. Ну и смотрите, какая огромная коробка по сравнению с пиццей. Гребешка здесь приличное количество. Гребешок это очень дорогой деликатес. Ну а сыра, как мне кажется, совсем немного. Дорогущая пицца испеклась. Чувствуется, что корочка у нее хрустящая. Сейчас разрежу и мы попробуем ее. Давайте посмотрим, сколько здесь теста и сколько здесь начинки. Начинки, конечно же, гораздо меньше, чем тесто. Съел несколько кусочков этой экзотической пиццы. И могу сказать, что экзотика, конечно, вот такая, ну вот, скажем так, вот этот вот морской гребешок, он для пиццы не очень хорошо подходит. Гребешок лучше подходит для салатов. И лук-порей тоже здесь не в тему. Тесто не самое вкусное. Больше бы я такую не купил. Попробуем пиццу Зотман. 4 сыра. Это пицца круглой формы. Написано, что с натуральным сыром. А, видимо, раньше сыр был не натуральный. Сыр здесь есть моцарелла. Хотя вот было написано, что с натуральным сыром, но здесь еще какой-то есть сырный соус, который сделан из заменителя молочного жира. То есть вот этот вот сырный соус, он уж не такой и натуральный. Есть еще различные консерванты в составе. Сыр есть с голубой благородной плесенью. Сыр чеддер полутвердый. И еще просто какой-то сыр твердый. А какой именно сорт сыра не написано. Зотман пицца 4 сыра. Стоимость 370 рублей. Адрес производства – город Москва. Вот такую форму имеет эта пицца. Она, конечно, не супер круглая, но тесто вот классическое Зотмана. Сыра, как мне кажется, здесь не особо большое количество. Но сейчас я приготовлю, и мы все точно уже рассмотрим. Пицца испеклась. Запах от нее идет приятненький. Сейчас порежу, и можно будет посмотреть, сколько здесь сыра, сколько здесь теста. Тесто очень пышное и корочка хрустящая. Но начинки, как мне кажется, здесь не особо большое количество. Сыра не супер много здесь. Съел несколько кусочков пиццы, и она мне не очень понравилась. И тесто здесь не такое вкусное, как вот у Зотмана обычно бывает. Сыра здесь не очень много, но чувствуется, что много сырного соуса, и этот сырный соус какой-то не особо и вкусный. Так что, в общем, в этот раз пицца Зотман подвела. Качество уже почему-то не такое, не знаю, это потому что стали делать ее другой формы, либо вообще, может быть, качество ухудшилось у Зотмана. Ну, в общем, вот эта вот круглая пицца, 4 сыра, мне не очень понравилась, и на свои деньги она никак уж не тянет. Друзья, напишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!